Жители острова Амамиосима, я уверен, не ожидали, что их простой план по борьбе с ядовитыми змеями превратится в настоящую экологическую драму. Что может заставить целое сообщество выбиться из колеи и принять радикальные меры против маленьких мангустов, которых они когда-то сами сюда привезли? Да, маленьких пушистых героев пришлось изгнать. И это не просто история об экологии. Это настоящая смесь человеческих ошибок и неожиданной природы. Сегодня в этом ролике вы узнаете шокирующие подробности и все скрытые уроки этого амбициозного, но неоднозначного проекта. Подготовьтесь к путешествию по лабиринту человеческих решений и зрелищной природной драме. Это история, от которой мурашки бегут по коже. Борьба со змеями на острове Амамиосима. В 1979 году японцы привезли на остров Амамиосима, входящий в состав архипелага Рюкю, около 30 особей малого мангуста. Целью этого мероприятия была борьба с популяцией хабу, ядовитыми змеями из семейства гадюковых. Однако в 2024 году Министерство экологии Японии сообщило о завершении программы по ликвидации завезенного вида мангустов на этом острове. Почему произошло изменение отношения к этим животным? Оказалось, что мангусты переключились на более легкодоступных жертв, таких как млекопитающие, птицы, неядовитые змеи и земноводные амамиосимы, включая виды, характерные исключительно для этой местности. Например, из-за деятельности мангустов значительно сократилось количество лазающих зайцев, встречающихся лишь на островах Амамиосима и Токунасима, украшенных соек, а также остроносой пахучей лягушки. Присутствие мангустов оказало влияние не только на численность, но и на поведение коренных жителей Амамиосимы. Герпетологи заметили, что местные лягушки стали проявлять большую осторожность после появления мангустов. Даже тогда, когда хищников практически не оставалось, лягушки, живущие вблизи мест обитания мангустов, проявляли большее беспокойство, чем те, кто находился дальше от них. Отлов мангустов. К началу 21 века число мангустов достигло порядка 10 тысяч особей. Такая высокая плотность завезенных хищников существенно угрожала выживанию местных животных. Для защиты экосистемы японское правительство начало проект по истреблению мангустов при помощи ловушек. Также в поисках этих хищников использовались специально натренированные собаки. В итоге было поймано около 32 тысяч особей. Уничтожение мангустов прошло успешно. Последний представитель данного вида был зафиксирован на Амамиосиме в апреле 2018 года. Автоматические камеры, установленные на острове, больше не регистрировали присутствие этих животных. Спустя чуть более 6 лет, 3 сентября 2024 года, Министерство экологии заявило, что остров Амамиосима полностью очищен от мангустов. Чиновники сообщили, что установка ловушек будет прекращена, однако автоматические камеры останутся на месте для контроля возможного возвращения хищника. Специалисты, занимавшиеся ликвидацией мангустов, будут направлены на север Окинавы, где эти животные до сих пор находятся в большом количестве. Почему же все-таки мангусты считают лучшими защитниками от змей? Малые мангусты. Малые мангусты считаются одними из наиболее опасных вывезенных из привычной среды обитания видов в мире. Их естественный ареал распространения включает Южную и Юго-Восточную Азию. Однако в период с 19 по 20 век люди распространили их в Южной Америке, на Карибских островах, Гавайях, Фиджи, Маскаренском архипелаге, некоторых японских островах и у берегов Хорватии. Цель и последствия были те же, что и позднее на Амамиосиме. Почему мангусты считаются лучшими охотниками на змей? Тело зверька покрыто густым и жестким мехом, который встает дыбом при возбуждении или раздражении. Это затрудняет змеям возможность нанести укус, поскольку большинство укусов приходится на шерсть. Даже если змея все-таки кусает мангуста в ходе борьбы, тот легко справляется с последствиями благодаря своей внутренней защите – устойчивости к змеиному яду. Эта устойчивость обусловлена биологическими особенностями организма мангустов. Яд змеи вызывает паралич мышц и нервной системы, блокируя передачу электрических импульсов между клетками. В результате жертва теряет контроль над сердцем или дыханием, что приводит к смерти. У мангустов белки в клетках, отвечающие за взаимодействие с этими импульсами, имеют иной состав, поэтому молекулы яда не могут присоединиться к ним.
Основываясь на особенностях рецепторов мангустовых клеток, ученые разработали препараты против змеиного яда для людей. Например, исследования израильских ученых позволили создать лекарство, которое помогло спасти жизнь около 40 тысяч человек. Как мангуст обезвреживает змею. Несмотря на эту защиту, большие дозы яда остаются опасными для мангуста. Тем не менее, змеям не просто укусить мангуста из-за его удивительной ловкости и выносливости. Мангуст сражается до тех пор, пока змея не истощится и станет уязвимой для атаки. Иногда змея пытается отступить, осознав тщетность своих попыток, но мангуст завершает бой молниеносной атакой. Обычно зверек первым делом захватывает змею за нижнюю челюсть, лишая ее возможности использовать ядовитые зубы. Затем он царапает ее своими когтями и в конце концов перегрызает ей шею. Лишь в редких случаях, особенно если мангуст молод и неопытен, змея может одержать верх. Остров Амами-Осима. Острова Амами славятся уникальной природой и разнообразием фауны и флоры, за что их часто называют Галапагосами Дальнего Востока. Остров Амами-Осима расположен примерно в 186 милях южнее Кюсю и на аналогичном расстоянии севернее Окинавы, являясь частью префектуры Кагосима. Эти места известны коралловыми рифами, ярко-голубым морем, мангровыми лесами и девственными тропиками вдали от береговой линии. В 2017 году Амами-Осима вместе с прилегающими островами и акваторией получил статус национального парка под названием Амами-Гунто. Миллионы лет назад острова Амами входили в состав Евразийской плиты, периодически отходя и возвращаясь обратно, что способствовало формированию уникальных природных условий. На островах обитают редкие эндемики, такие как лазающие зайцы, находящиеся под охраной государства, остроносые пахучие лягушки и украшенные сойки. Кроме того, здесь в избытке ядовитых змей, от которых страдает местное население. Гадюка хабу. Хабу – это вид ямкоголовой гадюки, относящийся к семейству гадюковых. Эта змея является одной из крупнейших среди своего рода, имея среднюю длину от 4 до 5 футов, хотя встречались экземпляры длиной до 7 футов и 8 дюймов. У змеи крупная голова и стройное тело, покрытое мелкими чешуйками. Основная окраска варьируется от коричневой до оливково-зеленой с темно-зелеными или темно-коричневыми пятнами на спине. Края пятен обычно желтые, иногда встречаются и сами пятна желтого цвета. Нередко пятна сливаются, формируя волнистый узор вдоль позвоночника. Брюшко змеи белого цвета с темными краями. Змеи хабу известны своей агрессией, если их побеспокоить, что ведет к частым случаям укусов. Такие случаи чаще всего происходят ночью, так как рептилия активна преимущественно в это время. Хабу нередко проникает в жилища людей в поисках добычи, такой как мыши или крысы. Подобно другим гадюкам, у хабу на голове расположены термочувствительные ямки, позволяющие им ощущать тепловое излучение тел потенциальных жертв. Обнаружив добычу, змея мгновенно атакует. У хабу длинный язык, который используется для ориентации в пространстве. После укуса яд быстро поражает жертву, позволяя змее безопасно заглатывать ее. Яд змеи очень токсичный, содержащий геморрагические вещества и цитотоксины. Укус вызывает тошноту, рвоту и снижение артериального давления. Даже после медицинского вмешательства от 6 до 8% пострадавших получают инвалидность, утрачивая подвижность конечностей из-за воздействия яда. В отличие от большинства гадюк, хабу откладывают яйца, а не рождают живых детенышей. Размножение происходит весной, а летом самка откладывает до 18 яиц. Через 5-6 недель вылупляются змееныши длиной около 10 дюймов, уже обладающие полным набором ядовитых желез. Средняя продолжительность жизни хабу в дикой природе составляет от 7 до 10 лет, хотя некоторые особи доживают до 15 лет. Где живут хабу? Ареал обитания хабу ограничен несколькими островами архипелага Рюкю в Японии, такими как Окинава, Амами, Амакарима, Кирама-Ретто и Окинава-Дзима. Эти змеи предпочитают жить в переходных зонах между сельскохозяйственными угодьями и пальмовыми рощами. Основу рациона составляют мелкие млекопитающие, птицы, лягушки и другие рептилии. С 1970-х годов численность этого вида змей снижается из-за чрезмерного промысла ради изготовления хабушу, змеиного вина. Однако общая численность популяции остается неизвестной. Согласно Красной книге Международного союза охраны природы,
Хабу отнесен к категории видов, вызывающих наименьшие опасения. Этот статус был присвоен в 2016 году. Лазающие зайцы. Лазающий заяц, обитающий на островах Такунасима и Амамиосима в южной части архипелага Рюкю, представляет особую ценность, поскольку встречается исключительно в этих регионах. Основная часть популяции древесного зайца в диапазоне от 2 до 5 тысяч особей сосредоточена на острове Амамиосима, в то время как на соседней Такунасиме их осталось не более 300. Зайцам необходимо иметь доступ к 2 различным типам лесных экосистем, поскольку они питаются в разных лесах в разное время года. Такое сочетание экосистем сегодня сохранилось только в южной части острова Амамиосима. Там зайцев часто можно увидеть в дубовых рощах, ведь желуди являются важной составляющей их рациона. В отличие от привычных нам белых и серых зайцев, японский древесный заяц обладает шерстью темно-коричневого или даже черного оттенков. Его мех достаточно плотный и густой, несмотря на субтропический климат региона. Ушки у этого вида короче, чем у обычных зайцев. Лапы короткие, с широкими подушечками и длинными цепкими когтями, что позволяет ему взбираться на изогнутые стволы деревьев. Зайцы прячутся в норах, проводя там значительную часть дня, а активность проявляют в темное время суток. Они размножаются 2 раза в год, но потомство небольшое, всего 1-2 детеныша, что усложняет восстановление численности этого редкого вида. Факторы, влияющие на снижение популяции зайцев. Главную угрозу для лазающих зайцев представляет не столько вырубка лесов на острове, сколько хищничество искусственно завезенных видов, ранее не встречавшихся на островах. Привезенные человеком собаки, кошки и мангусты, став дикими, охотятся на зайцев. В районах, где значительная часть широколиственных лесов была уничтожена, зайцы переместились на травянистые горные склоны, где они оказываются более уязвимыми перед хищниками. Эти факторы привели к уменьшению численности лазающих зайцев. Несмотря на принятые меры по охране, численность этого вида остается низкой. Украшенная сойка. Украшенная сойка – это яркая птица семейства врановых, отличающаяся необычным окрасом. Голова у нее фиолетово-черная, спина и крылья покрыты фиолетово-синими перьями, а остальные части тела окрашены в каштаново-фиолетовый оттенок. Эти птицы собираются в небольшие группы и обитают в лесах японских островов Амамиосима и Таканасима. Украшенные сойки обладают способностью имитировать различные звуки, что делает их интересными объектами наблюдения. Длина тела составляет около 1,5 футов, а вес редко превышает половину фунта. Птица имеет короткий острый клюв и длинные ноги с цепкими когтями. Сойки ведут дневной образ жизни, но наблюдать их в естественной среде нелегко. Эти осторожные птицы пугливы и стремятся спрятаться при первых признаках опасности. Они предупреждают своих сородичей о возможной угрозе громкими криками. Чем питается украшенная сойка? Рацион украшенной сойки в основном растительный. Она питается орехами, желудями, ягодами малины и рябины. В поиске зерновых птицы часто отправляются на засеянные пшеницей, рожью, ячменем, подсолнечником или овсом поля. Весной и осенью, когда запасы пищи уменьшаются, сойки переходят на животную диету, включающую насекомых, таких как майские жуки, бронзовки и гусеницы шелкопряда. Насекомые играют важную роль в питании птенцов. Если корма недостаточно, сойка может проявить хищнические наклонности и охотиться на мышей, ящериц, лягушек или небольших птиц. В отличие от других соек, украшенная сойка строит гнездо в дуплах деревьев. Обычно в кладке бывает от 3 до 4 яиц. К сожалению, вид также находится под угрозой исчезновения. Остроносая пахучая лягушка. Остроносая пахучая лягушка характеризуется умеренно стройным телом и треугольной головой, которая вытянута вперед и слегка заострена вверх. Морда этой лягушки выдается за пределы нижней челюсти, а ноздри располагаются ближе к концу морды, нежели к глазам. Передние конечности у нее утолщенные, пальцы без перепонок, но с расширенными концами, напоминающими маленькие диски с кольцевыми бороздками. Задние конечности заметно удлиненные, приблизительно в 3 раза длиннее передних. Когда конечности согнуты под прямым углом к телу, пятки касаются друг друга.
Коленный сустав вытянутой конечности оказывается за пределами кончика морды. Пальцы задних конечностей хорошо развиты, с перепонками, но без заметных ребрышек. Диски на пальцах такие же широкие, как и на двух внешних пальцах. Размер тела от кончика носа до хвоста колеблется от 2,2 до 2,7 дюйма у самцов и от 3–4 дюймов у самок. Спинка лягушки окрашена в оттенки от светлого-коричневатого до зеленоватого, причем у некоторых особей темные пятна на спине отсутствуют. Крестец покрыт небольшими буграми, боковые стороны тела шероховаты, а грудная область и брюхо гладкие. По бокам проходит слабовыраженная линия, состоящая из коротких гребней, где предпочитает селиться пахучая лягушка и как размножается. Этот вид встречается на двух островах – Амамиосима и Токунасима, предпочитая обитание вдоль горных ручьев в лесных массивах. Лягушек также можно обнаружить на горных тропах, хотя они редко спускаются вниз. Размножение остроносой пахучей лягушки схоже с процессом у других видов, за исключением времени начала сезона размножения. Некоторые популяции начинают размножаться уже в октябре, другие – в мае. За одну кладку самка откладывает около 1500 икринок, имеющих желтоватый или белый оттенок. Головастики с острова Токунасима выглядят более стройными и менее пигментированными. Самцы остроносой пахучей лягушки обладают парой голосовых мешков и 2 отверстиями для голоса в углах рта. Брачный зов состоит из 2 нот – короткой, а затем длинной. Согласно Красному списку Международного союза охраны природы, остроносая пахучая лягушка классифицируется как находящаяся под угрозой исчезновения. Несмотря на наличие других угрожающих факторов для исчезновения редких животных, японский опыт с мангустами – это не единственный случай, когда подобные эксперименты проводились и в других частях света. Однако и там результаты этих экспериментов часто оказывались неоднозначными. Друзья, а я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока-пока.